о чем хотелось бы прежде всего сказать. Я считаю, что на первое место, как бы первые два места для человека, которого ставит своей задачей возможность выздоровления физического тела, эти первые два элемента, скорее всего, выглядят или звучат так. Первое – это желание это делать, и второе – это дисциплина в ходе выполнения данных мероприятий. Почему я это все говорю? Ну, первое – это, наверное, все-таки расслабление, и второе – дисциплина в ходе проведения определенных мероприятий. Одна из постоянных проблем, которые есть у людей, заключается в том, что они не хотят собой заниматься. Они знают практики лепки, они знают практики белой или красной глины. В большинстве своем знают, как выбрасывать или устранять иглы из тела. Это все инструменты, при помощи которых человек может помочь себе и достаточно быстро привести себя в нормальный вид, а также выздороветь. При этом очень многие это все знают, но в тот момент, когда у них происходит само заболевание, в этот момент они начинают забывать об этом, кидаются и начинают искать возможности лечения, начинаются компрессы, таблетки. Почему так все устроено? Дело в том, что в основании своем внутреннем каждый человек, хоть и является индивидуальностью, но имеет качество лени. Работать энергетически над собой, особенно в момент этого заболевания или проявляющегося заболевания, как правило, чрезвычайно тяжело. Я хочу вам сказать, что заболевание является одновременно и травмой, и ситуацией, и психосоматикой, и просто психическим каким-то элементом, и энергетическим воздействием, ну и так далее. И это все является или имеет ряд причин. В тот момент, когда мы начинаем работать над собой, и нам не хочется этого делать, то это и говорит о том, что работа уже, собственно, начата. Тем самым, когда вы начинаете работать над собой в тот момент, когда у вас что-то болит, или вы ощущаете дискомфорт, и вам не хочется этого делать, знайте, вы идете по правильному пути, и, скорее всего, вам нужно это делать, и выбор эзотерической практики абсолютно оптимален в тот момент, когда, выполняя ее, вы чувствуете дискомфорт, а также ощущаете неприятные состояния. Также очень часто, после того, когда вы выполняете практики убирания тяжелейших заболеваний, данные практики, как правило, являются элементами выбрасывания из тела перенакопления определенных элементов или вибраций. Это могут быть вибрации желаний, вибрации чувств, нервные состояния, которые накапливаются в определенных местах в виде паттернов. Естественно, когда человек выбрасывает из себя энергию, то после этого он должен обязательно ощущать усталость. Именно это сегодня с нами и произойдет. Мы сегодня будем максимально убирать у себя переизбыток внутренней энергии. Конечно же, очень часто люди мне говорят следующие слова. Они говорят: Андрей Андреевич, но мы чувствуем слабость. Это говорит о том, что у нас не хватает энергии. Вы представляете, когда у человека появляется гипертоническое заболевание, и у человека начинает подниматься артериальное давление, то первое, что он начинает ощущать, это слабость. Но ведь это давление, это по идее накопление энергии, то есть человека разрывает энергия в середине, тем не менее человек начинает это ощущать как слабость в своем организме. Именно поэтому очень часто люди, которые принимают кофе, что они делают? Кофе обычно стимулирует и поднимает у человека давление. Но очень часто, когда у человека давление поднимается, человек начинает ощущать в середине своего тела слабость. Именно эта слабость и приводит его к тому, что он вновь хочет выпить кофе, чего делать категорически нельзя. И очень часто это советую своим знакомым, женщинам и мужчинам, которые говорят: мы без кофе не можем жить. И я смотрю на их лица, они обычно очень красные, что говорит о том, что в их организме есть сбой, и у них наверняка часто поднимается артериальное давление. Я обычно им советую перед тем, как выпить кофе, измерить артериальное давление. Недавно у меня была ситуация, один из моих близких родственников
которая уповала на то, что у нее постоянно низкое давление и каждое утро выпивала 4 чашки кофе. Я предложил ей в одно утро, когда у нее было плохое самочувствие и, по ее мнению, усталость, ей предложил измерить артериальное давление. И оно оказалось чрезвычайно повышенным, 180 на 110. Я ей говорю: послушайте, ну вы готовы теперь принимать кофе? Она, конечно, была очень удивлена и говорит: ну обычно у меня это давление не поднимается, я обычно живу с низким. После этого я предложил на протяжении нескольких дней все же измерять свое артериальное давление, и оказалось, что оно у нее хронически повышено, и она, скорее всего, болеет гипертоническим заболеванием сердца. К чему я это все говорю? Очень часто человек, который ощущает слабость, имеет просто переизбыток психической энергии. Естественно, в тот момент, когда мы начнем работать, после того, когда мы отработаем, у вас не должно быть хорошее самочувствие. У вас появится ощущение усталости, а также сонливости. Все эти ощущения сонливости и усталости будут говорить о том, что мы идем по правильному пути. И, конечно же, после того, когда мы сегодня проведем данное СНГЯ, после этого у вас появится желание поспать. Так вот, следует это сделать. С чего необходимо начать нашу работу? Я бы хотел сказать вам, что прежде всего необходимо начать с расслабления. Давайте постараемся максимально расслабиться. А, кстати, я забыл сказать, меня видно, слышно? Ага. У меня подвисает, пару раз было. Также я хочу сказать вам, что наверняка после того, когда у нас пройдет вот этот сеанс общего целительства, то у вас, скорее всего, могут появиться побочные эффекты. Совершенно недавно была такая история, она была у меня на морском курсе. Недавно у меня была история на морском курсе. В последний день некоторым из учеников я предложил провести обряд подкручивания плоти. Я умею выполнять такой обряд, за счет которого человек может очень быстро похудеть. Но вся особенность нашей плоти заключается в том, что я ее вижу и могу ее подкрутить, как бы сжать. То вся структура энергетическая, она сжимается. При этом у человека появляются болезненные состояния, а также негативные состояния. То есть у человека на фоне такой практики может появиться паническая атака, депрессивный эпизод, нервное возбуждение, бессонница, а также может быть расстройство, понос или запор, болезненное ощущение в суставах, в коленях, в позвоночнике, в затылке, в глазах, рвота и так далее. Так вот, я об этом на морском курсе сразу же предупредил. Когда я предупредил, то я к человеку подошел и сказал ему: скажите, вы бы хотели, чтобы я вам подкрутил ваши слои или подкрутил вашу плоть для того, чтобы вы очень быстро похудели? Женщина болеет артериальным давлением и сахарным диабетом первого типа. И я ей говорю: если удастся подкрутить вам плоть, то вы после этого обязательно избавитесь от данных заболеваний. Она говорит: хорошо. Я ей говорю: как только я это сделаю, у вас на протяжении этого дня, а также всего следующего и еще целую неделю будут невероятные, не очень приятные ощущения в вашем физическом теле. Мышцы начнут болеть, суставы начнут хрустеть, голова начнет болеть, также появится, возможно, расстройство, и общие состояния психические будут тоже не очень важны. Это не будет говорить о том, что вам плохо, это будет говорить о том, что мною поставлена программа, которая все это делает. Поэтому не стоит этого бояться. Вы готовы на это? После этого женщина мне сказала: да, Андрей Андреевич, я на все готова, пожалуйста, сделайте. Я всю жизнь мечтаю похудеть 2 раза, пожалуйста. После этого я это аккуратно с ней сделал. На следующий день утром в 9 часов утра она ко мне пришла и сказала: Андрей Андреевич, после того, когда вы со мной поработали, я была на празднике, и во время этого у меня начались панические атаки, депрессии, нервные состояния, разболелись все мышцы, голова, позвоночник, бедра, ступни. И я начала чувствовать, что это кто-то на меня влияет. Я попросила Галину Волчок, чтобы она со мной поработала. После этого Галина начала выливать это все на свече, а также выкатывать это все яйцом. После этого этот человек пришел ко мне. Я говорю: зачем вы это сделали? То есть та работа, при этом как убрать порванную программу потом из человека, вот я лично не знаю. То есть порванная программа будет
я не знаю, мешать человеку, я не знаю вообще, что с ней дальше будет происходить. Также программа, поставленная во время морского курса, была тоже полностью растрепана. После этого было очень обидно. Я не мог понять, как ученик высокой ступени мог додуматься до того, чтобы вот так нелепо предложить другому человеку выкатать яйцом или там убрать что-то воском. А уж тем более я об этом предупреждал. Конечно же, я на нее смотрел, это вызывало у меня сострадание. Конечно же, я ее не критиковал. После этого Гале тоже ничего не сказал, хотя понимаю, что это ну точно не поступки ученика школы, который, в общем-то, берется выполнять для другого человека процессы, которые могут помочь человеку выздороветь. Я считаю, что это было совсем неправильно, как бы не по-кайласовски, ну и, собственно, бесчеловечно по отношению к тому человеку, который обратился. Почему он это сделал? С желанием заработать какие-то небольшие суммы денег. Человек влез в то, что называется правильно поставленная программа. Зачем он это сделал, до сих пор понять не могу. Тем не менее, хочу еще раз вам сказать. Сегодня, после того, когда будет проводиться такая работа, после этого у вас могут быть на протяжении одной недели не очень хорошие, не очень комфортные ни психические, ни физические состояния. После этого не стоит никуда бежать. Вам не нужно будет ни пить таблетки, ни обращаться к психологам, ни обращаться к эзотерикам. Это не будет никакое подключение, ни влияние, ни так далее. Это просто такая особенность, которая происходит в тот момент, когда из человека достают вот такие заболевания. Позавчера и позапозавчера я работал с женщиной, у которой есть заболевание онкологическое. Это я делаю не первый раз уже в своей жизни. Стоит это дорого. Я убираю заболевание на 100% и полностью. То есть я даю гарантии того, что человек полностью выздоровеет. Я знаю, что у нас, скорее всего, на планете Земля немного найдется людей, которые умеют это делать и делают, как я. Как обычно это все происходит? Когда я начинаю работать с человеком, человек очень часто засыпает. Первый день просто спит и не может проснуться, а когда просыпается, начинает появляться аппетит, и человек не может наесться. То есть сон и еда, как у ребенка, который только родился. На второй день, когда я убираю, во второй половине моей работы у человека появляются сильнейшие боли. На третий день терпеть боль просто невозможно. То есть появляются такие тяжелейшие состояния боли, что человек не может успокоиться. У него начинает во время работы болеть как никогда. Причем в таких местах, которые совершенно не связаны с заболеваниями. У меня были такие пациенты, которые на стуле прямо обкакивались и описывались от боли. Но что вы хотели? Некоторые люди описывают мою работу как дополнительную химиотерапию. То есть после химиотерапии выпадают волосы, человеку плохо. Вот очень часто это же происходит и после моей с ними работы. То есть у человека начинают выпадать волосы, он начинает плохо себя чувствовать, появляется ощущение тошноты, рвоты, расстройства. Там пропадает аппетит, как будто произошло вот такое влияние. Тем не менее, хочу сказать, что химиотерапия-то, собственно, не проводится, но к чему это говорю? Это все говорит о побочных таких аспектах работы с людьми. Когда это происходит профессионально, то стоит помнить о том, что у человека должны быть не только великолепные, хорошие ощущения после работы с целителем, а если целитель работает, в общем-то, правильно, то ощущения должны быть нехорошие. То есть это не обострение, это могут быть панические атаки, диарея, общее ощущение миалгии, это боли в мышцах, в суставах, в костях, в позвоночнике. Могут быть вот такие системные обострения. Ну, в общем-то, я вас предупредил. Поэтому в случае, если сегодня нам удастся все-таки отработать хорошо, то давайте после этого не будем искать учеников школы, которые будут выкатывать из вас все яйцом и выливать воском, а все-таки будем знать, что это связано с Андреем Деко.